Здравствуйте, коллеги! Вас приветствует Мир Модели, меня зовут Павел. Еще раз о новинках, которые пришли к нам в магазин. Совсем недавно мы выкладывали обзор по новой модели от компании Trumpeter. Она выпустила Тигр. Вот. И тут компания Hobby Boss выпустила Пантеру. Пантер тоже есть много всяких разных. Их делает и Итальери, и Tamiya, делает и ICM, делает Звезда, делают все. Но вот теперь и Hobby Boss у нас тоже обзавелся своей Пантерой. Значит, это Пантера модификации А. Я так понимаю, конечно, многие будут спорить. Это, по-моему, производство Мановская Пантера. Опять же, не буду говорить никакой исторической справки, потому что все про Пантера все знают, как и про Тигра. Поэтому нового я ничего не скажу, поэтому сразу перейдем к обзору коробки. Вот такая красивая коробочка с изображением пантер, едущих где-то там, на Восточном фронте. Здесь варианты окраски, но особо тут такой привязки нету. Ну и так же, как и в предыдущем наборе вот в компании Trumpeter, здесь будут отдельные листы, которые мы сейчас и увидим. Опять же, сразу предупрежду наших внимательных зрителей, что я немножечко уже похулиганил. Пакетики прозрачные я снял. Вот. И вот мы сразу же осмотрим, что у нас здесь. Сразу же мы сталкиваемся с инструкцией. Вот. Традиционная книжечка. Опять же, здесь перечисление всего того, что входит в набор. Проверяйте, не ленитесь. Ну вот, и в дальнейшем порядок сборки, ну, он традиционный. Здесь ничего нового, экзотического нету. Есть, естественно, те элементы, которые наклеиваются, поэтому они даны, выделены отдельно. Вот у нас он такой в заводском камуфляже, вот они в таком немецком желтом. Вышли с завода, фактически, наверное, вот так вот, наверное, будет правильно сказать. Никаких номеров, ничего нету, поэтому вот такая вот Пантера. Верхняя часть корпуса, нижняя ванна, так называемая. Вот, ну, башня. Все аккуратно, тонко пролито, но еще раз говорю, что надо смотреть, потому что есть семерит, который сюда нужно будет аккуратно наклеивать. Надгусеничные полки, ну, так называемые корпуса, задняя кормовая часть, крышка, мотор, нет, моторно-трансмиссионная здесь, это вот механика водителя, это вот здесь вот находится. Вот элементы ходовой части, идут торсионы, как вы уже знаете, как у Трумпетера, и вернее, как у Драгона, вставляется вот сюда, вот они крепятся, то есть, ну, как вот, типа у реальной машины. То есть там было так же. Ну, вот, короче, вот это и есть. Также здесь есть вентиляционное кормовое отделение и ведущие колеса. Нижняя часть башни, маска орудия, качающаяся маска и ствол. Вот пулемет и ствол, вот я сейчас вижу, ствол уже просверленный. То есть ствол даже с имитацией того, что засверливать стволик уже не надо. Аккуратно только его снять с ледниковой рамки, не повредив и не погнув. Башенка. Значит, это у нас ствол дан отдельной деталью и отдельно дан дульник. Дульный тормоз, так называемый. Вот, качающаяся часть, которая вклеивается внутрь. Очень похоже, так есть, делает и Tamiya, также делает и ICM. Я когда-то очень-очень давно собирал модель, я думаю, что это все знакомо. И многие, те, кто собирал, ничего нового здесь для себя не увидят. Вот. Кормовые ящики, крылья. Вот эта часть, наверное, что-то идет тоже к ходовой части. Это идет. Вот так это у нас шансовый инструмент, домкрат, лопата, кувалда, топор. Все это то, что на правый борт крепится. Вот. Это у нас идет
элементы ходовой части, опорные катки. Вот у нас тут таких вот 4 литничка одинаковых. Вот, все понятно, все известно, ничего нового тоже опять же здесь нету, но вот здесь вот дана, я так понимаю, что это боеукладка, наверное, то, что будет видно через люки механика-водителя и стрелка-радиста, наверное, так. Вот здесь у нас вот таких вот 5 литников, ну вот я 4 литника, по 2 на каждую сторону. Вот я не стал открывать все, я открыл один. Здесь 5 литниковых вот таких вот рамок, которые надо снять отдельно, но гребни приклеивать внутрь нужно будет обязательно. Вот они даны здесь отдельными деталями, по 2 гребня на каждый трак. Ну, это то еще занятие, но тем не менее, ну, думаю, что танкисты, они вообще гусеницы собирать сами по себе они любят, знают это дело, тем более есть различные кондукторы. Опять же, есть наша мастерская, выпускает приспособления, которые позволяют облегчать сборку и покраску. Так что заглядывайте на наш сайт, смотрите наши обновления. Вот, ну, что здесь еще из набора осталось не охвачено нашим вниманием, это небольшая плата фототравления, опять же с сеточками на моторно-трансмиссионные. Здесь у нас даны смотровые приборы, тоже также делает и Трумпетер, также делает и Хобби Босс, все это всем хорошо, далеко известно. Ну и вот здесь у нас, опять же, поскольку танк там абсолютно без всяких опознавательных знаков, я думаю, что здесь универсальная, так я называю, эти декали, которые здесь просто нумерация. Ну, 331 номер они дают, очевидно, такой вот реально был. А так вот можно от 0 до 9, можно любую машину собрать, трехзначный номер. И поэтому будет вам счастье, грубо говоря. И вот самое вкусное, так называемый, вот этот вот так и есть, вот так называемый цимерит. Он абсолютно такой же, как у Тигр, который мы недавно осматривали у компании Трумпетер. Здесь, правда, единственное, что вот такой вот листочек белый для того, чтобы... И вот такие вот 2 листа. Написано 84506. Это непосредственно, так сказать, номер набора. Это, я так понимаю, на корпус и башню. Здесь заглянем еще сюда. И посмотрим, здесь у нас идет... вот здесь на детали корпуса, башни. Также на ящики с инструментом. И вот здесь на бортовые экраны. Бортовые экраны, они без цимерита. Но когда будете клеить тонкий пластик, имейте в виду, что не перелейте клей, не передержите детали, потому что может подъесть, пойти волнами, и тогда это будет, конечно, некрасиво и есть шанс испортить. Поэтому аккуратно. Я порекомендовал бы вам с набора с этого вырезать бы какой-нибудь кусок и на какой-нибудь кошке попробовал бы его попозиционировать, как он будет выглядеть, как он будет реагировать на клей, как его поведет, не поведет, вспучит, не вспучит. Тем не менее, ну вот то, что вот есть в этом данном сегодняшнем наборе. Уважаемые коллеги, сегодня мы ознакомились с новинкой компании Hobby Boss. Модель за каталожным номером 84506. Это Пантера. Ну, я говорю, что это Пантера изготовления завода МАН. Вот, опять же, осмотрели ее. Она с цимеритом. Цимерит дан отдельными вот такими вот деталями. Так что все очень интересно. Я думаю, что Пантера, как и Тигров, мало не бывает. Я думаю, что многим захочется собрать Пантеру именно от компании Hobby Boss. Попробовать хотя бы. Я думаю, что мы вам в этом поможем. Такие Пантеры есть у нас в наличии. Так что приезжайте, уважаемые коллеги, моделисты, любители 35-го масштаба. Компания Hobby Boss вот обрадовала выпуском Пантеры. Так что приезжайте, ждем вас. До новых встреч. Это был Мир моделей. Меня зовут Павел. До свидания.